Магические способности знаков зодиака. Прежде чем начать, я озвучу ответ на вопрос из предыдущего видео. Знак зодиака, который был загадан, это Овен. Итак, начнем. Практически каждый из нас владеет серьезными способностями к колдовству, и не использовать их в быту, если не грех, то большое упущение. Главное это вовремя понять, к какой способности предрасположен ваш знак зодиака. У каждого есть интуиция или предчувствие, которое нас часто не подводит, но которым мы далеко не всегда доверяем, а зря. Конечно, читать чужие мысли, двигать предметы или получать желаемое с помощью магических ритуалов могут далеко не все знаки зодиака. Но у некоторых такие способности могут проявляться сильнее, чем у остальных. Скорпион. Этот знак зодиака может похвастаться самыми сильными способностями к мистике и другими необычными талантами, которые даются ему с рождения. Обладатели самой мощной интуиции. Они редко оказываются неправы в оценке каких-либо ситуаций. От Скорпиона очень сложно и почти невозможно что-то скрыть. Особенно если вы его близкий человек. И он очень хорошо чувствует и знает вас. Скорпионы, часто сами не осознавая, могут воздействовать на психику других людей. Например, они лучшие манипуляторы. И если используют манипуляции с корыстными целями, то могут принести немало зла другому человеку. Их бытовая магия чаще всего сводится к тому, чтобы убедить в чем-то другого человека, внушить ему что-то свое и получить желаемое. Каждый день Скорпион борется со своим пантеоном внутренних демонов, дабы оберечь близкого человека от негативного воздействия. Водолей. Достаточно любознателен и часто интересуется всем тайным, необычным, завораживающим. Кроме того, водолеи умеют придумывать собственные приметы буквально на ровном месте. В тот самый момент, когда им зачем-то требуется удача. Иногда водолеев даже называют людьми будущего. Им может в настоящем приходить какая-то гениальная идея, которая будет широко применяться только в будущем. Водолеи умеют хорошо пользоваться такими инструментами, как астрология и нумерология. У некоторых также получается хорошо гадать на картах Таро. Также водолей часто видит во сне то, что случится в будущем. Рак. Еще один водный знак, который хорошо учится магии и способен использовать ее для помощи не только себе и близким, но и другим людям. Интуиция у раков также на высоте, а степень защиты от негативных воздействий довольно высока. Раки не будут связываться со всякой магией, им больше подойдет такая работа, где необходимо применить свою интуицию. У раков самый милый и добрый дар. У них легкая рука. За что бы они ни брались, у них все получается легко и непринужденно, а еще очень красиво. Им легко поставить на ноги больного человека, однако их заботы иногда бывает слишком много. Овен. Хотя его огненная энергетика довольно сильна, Овен может игнорировать свой талант к мистике, не обращая на него никакого внимания, потому как просто не может остановиться, бежать и задуматься. Овны всегда заняты делом, а если нужно остановиться и прислушаться к чему-то, обычно делают это не слишком долго. У них в голове зреет новый план, новые свершения, новые идеи. Овен способен легко делиться своей энергией, благо у него ее хватает, и также быстро восстанавливает силы. Дар Овна – всегда оказываться в нужном месте в нужное время, тютелька в тютельку, а в ненужном месте – не оказываться. Может быть, именно этим даром и объясняется их импульсивность. Стрелец. Самая сильная жажда знаний из всех других знаков. Однако он не слишком часто использует свои магические способности на практике. Стрельцу гораздо интересен сам процесс обучения, а вот использование – вторично. Стрелец способен лечить людей, заживлять раны, ставить диагнозы, не используя при этом никаких подручных средств. Дар стрельцов – воплощать мечты или, как теперь говорят, визуализировать желания. У стрельцов в голове целый каталог красивых, детально проработанных картинок, которые всегда становятся реальностью. Дева.
используют каждую мелочь, чтобы дойти до сути и получить конкретный ответ на поставленный вопрос. Если вам нужно получить именно такой ответ, можете смело отправляться на консультацию к представителям знака Девы. Часто девы используют методы нетрадиционной медицины, разбираются в растениях и камнях. Дар девы – телепатия. Чужие мысли девы читают как открытую книгу. Язык животных девы тоже знают прекрасно. Правда, сами они презирают людей с мистическим мышлением и в магию не верят. Лев. Игра – главная магия любого льва. Представители этого знака любят себя и стремятся добиться желаемого путем собственного обаяния и с помощью игры. Они получают желаемое в любовных отношениях и умеют вести за собой людей, если становятся во главе какого-то дела. Однако развивать свои сверхспособности львы обычно не слишком хотят, так как для этого им нужно в определенные моменты отходить от собственного эго, а это дается очень непросто. Львы умеют посылать запросы в небесную канцелярию напрямую. Они просто чего-нибудь желают, и дорогое мироздание немедленно отправляет им список желаний с резолюцией «одобрено». Однако исполнять чужие желания им не дано. Весы. Нацелены на партнерство. У них всегда есть потребность во взаимодействии с другими людьми. Весы способны научиться потрясающе лечить других людей, а их слова могут воздействовать на человека гипнотически. Весы – настоящие провидицы. С удовольствием берутся за толкование снов, гадания на картах и на кофейной гуще. Весы чаще всего предсказывают инфернальные кошмары и глубокие несчастья. Ничего хорошего они никогда не предсказывают от того, что обожают хорошие новости и желают, чтобы все хорошее оставалось сюрпризом. Рыбы. Представители этого знака не слишком сильны в магии, потому что далеко не всегда умеют справляться с чужой энергией. Они довольно слабы и легко поддаются чужому влиянию. Они очень чувствительны, доверчивы и часто являются жертвами мошенников и аферистов. Им сложно научиться управлять всем, что творится у них в душе, и сложно контролировать чужие энергии. Рыбы часто видят странные и запутанные сны и умеют предчувствовать беду. У рыб имеется сильная потребность узнавать что-то таинственное и познавать неизведанное. У девушек-рыб частый дар – любовная магия. Практически из любого блюда у них получается приворотное зелье. Теперь жертва будет всю жизнь таскаться за рыбкой, восторженно мыча и нелепо вращая глазами, отвлекаясь только на зарабатывание денег. Телец. Некоторые из них достаточно приземлены и заботятся о хлебе насущном больше, чем думают о высоком, и не желают брать на себя ответственность за других людей. Своей внешней и внутренней работой тельцы способны как магнитом притягивать к себе выгодные предложения. Известно, что тельцы по сути своей честные, добрые и благородные люди. Поэтому никто даже не догадывается, что дар тельца – проклятие. Телец, споткнувшись о кота, никогда не бросает в сердцах «да чтоб ты сдох». Потому что знает, а мало ли что. Возьмет да и сдохнет. Близнецы. Представители этого знака особенно не имеют талантов к магии. Они часто бывают ветрены. Им сложно концентрировать внимание на чем-то одном и сложно копить энергию. Впрочем, иногда близнецы могут пользоваться своим красноречием с целью получить желаемое. Они могут умело заговорить собеседника, заставляя его делать те выводы, которые угодно близнецу. Хотя это не столько мистика, сколько психология. Близнецы – прирожденные гипнотизеры, настоящие кукловоды, способные подчинять окружающих своей воле и заставлять их делать то, что угодно. К счастью, близнецам обычно не угодно ничего действительно плохого. Козерог. Менее всего подходят под определение маг. Они обычно довольно приземлены, и не слишком задумываются о сверхъестественном, тайном и магическом. У них совсем другие задачи. Козероги и магия – вещи несовместимые. Во-первых, ни один козерог не верит во всю эту чушь, а во-вторых, даже если он вдруг поверит, то все равно не поймет, зачем это нужно.
Никакое страшное колдовство на них не действует. Даже Скорпиония. Просто потому, что как же может действовать то, чего нет? Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!